Всем привет! Сегодня приготовим 10 мясных блюд на рождественский и новогодний стол. Первым блюдом приготовим утку, запеченную в духовке. Ароматную, нежную и очень вкусную. Это блюдо прекрасно подходит для любого праздничного стола. Утку моем и высушиваем бумажными полотенцами. У меня утка весом 2 кг. Сверху делаем 2 разреза. Аккуратно срезаем все мясо с одной стороны. Срезаем вместе с крылом и лапой, отделяя их по суставам. Точно так же срезаем мясо с другой стороны. Остается костный набор вместе с шеей. Он прекрасно подходит для бульона или супа. Его можно порезать на более мелкие части и положить в морозильную камеру. С боковых частей отрезаем кисть крыла. Ее тоже оставляем для бульона. Оставшееся мясо разделяем на части, отделяя окорочок и крыло. Грудку оставляем целой. Резать на куски ее будем уже в готовом виде. Крылья разрезаем на 2 части. Окорочка тоже делим на 2 части. Точно по такому же методу разделяем вторую часть утки. На горячую сковороду кладем небольшой кусочек сливочного масла и наливаем растительное масло. Выкладываем кусочки мяса на сковороду кожей вниз в один слой. Обжариваем до румяной корочки на большом огне примерно 2-3 минуты. Когда мясо поджарилось, переворачиваем его на другую сторону. Обжариваем еще 2 минуты. Готовое мясо снимаем со сковороды. Выкладываем вторую порцию мяса и точно так же обжариваем с 2 сторон. Готовим фрукты. 4 кисло-сладких яблока разрезаем на четвертинки и чистим от сердцевины. Яблоки нарезаем небольшими кусочками. Перекладываем в миску. С одного большого апельсина снимаем цедру с помощью мелкой терки. Снимаем только оранжевую часть, белая будет горчить. С этого апельсина срезаем всю белую шкурку. Очищенный апельсин нарезаем на более мелкие кусочки. Если есть косточки, то их тоже вынимаем. Апельсин кладем в миску к яблокам. Сюда же насыпаем четверть чайной ложки зерен аниса, 6 горошин черного перца, 1 чайную ложку молотой корицы и добавляем 2 столовые ложки меда. Все перемешиваем. Примерно 2/3 части приготовленных фруктов кладем в форму для запекания. На фрукты выкладываем уже поджаренное мясо. Сверху все солим. Я добавляю примерно пол столовой ложки соли. Сверху на мясо выкладываем оставшиеся фрукты и выливаем сок. Сюда же наливаем 100 мл белого сухого вина или воды. На этом этапе все приготовленное можно поставить в холодильник на ночь и запечь уже на следующий день перед подачей на стол. Все накрываем крышкой. Ставим в разогретую духовку до 200 градусов. Запекаем утку 2 часа. Утка испеклась. Отдельно вынимаем филе и нарезаем его небольшими порционными кусками. Нарезанное филе красиво выкладываем на блюдо. Сюда же выкладываем все остальное мясо. Готовим соус. На миску ставим сито и в него выкладываем все фрукты.
Перетираем их через сито. Густоту соуса можно регулировать жидкостью, которая осталась в форме для выпечки. Готовый соус переливаем в соусник. Утку подаем вместе с соусом. Утка в духовке с фруктами получилась очень нежной, сочной и ароматной. Она отлично подходит для любого праздничного стола. Обязательно ее приготовьте, это очень вкусно. Вторым блюдом приготовим мясо в духовке с грибами. Получается вкусно, сытно и красиво. В мисочку кладем 3 ломтика белого хлеба, предварительно разделив их на более мелкие части. Все заливаем водой и оставляем на 10 минут. Одну луковицу нарезаем произвольными кусками. Нарезанный лук кладем в чашу измельчителя. К нему добавляем 2-3 зубчика чеснока. Хлеб уже размяк. Вынимаем его из мисочки и отжимаем лишнюю воду. Хлеб кладем в чашу измельчителя. Все измельчаем до однородности. В большую миску кладем 600 грамм фарша. У меня фарш свиной. Можно взять и любой другой. Добавляем подготовленный хлеб с луком и чесноком. Все солим примерно половиной чайной ложки соли. Перчим черным молотым перцем. Все хорошо перемешиваем. Подготовленный фарш выкладываем на блюдо. Выравниваем его, формируя прямоугольник. Разделяем фарш на 9 примерно одинаковых частей. На противень ставим кулинарное кольцо и его заполняем фаршем. Фарш хорошо трамбуем ложкой. Желательно противень предварительно застелить пергаментной бумагой. Аккуратно снимаем кольцо, и получается вот такая ровная и красивая котлета. Так делаем все 9 котлет. Диаметр кольца 8 см. Вместо кольца можно использовать разрезанную пластиковую бутылку. Готовим начинку. Одну луковицу нарезаем кубиками. Одну морковь трем на крупной терке. Шампиньоны моем и нарезаем кубиками. Понадобится 300 грамм грибов. На горячую сковороду кладем нарезанные грибы. Обжариваем их без добавления масла на большом огне до испарения всей жидкости. Как только жидкость испарилась, наливаем немного растительного масла. Добавляем нарезанный лук. Обжариваем лук с грибами примерно 2-3 минуты. Спустя 3 минуты добавляем тертую морковь. Обжариваем еще 2-3 минуты. В конце начинку солим и перчим черным молотым перцем. Все перемешиваем. В готовую грибную начинку добавляем одно яйцо и перемешиваем. Начинку аккуратно выкладываем сверху на котлеты.
Сыр трем на крупной терке. Понадобится примерно 200 грамм сыра. Каждую котлету с начинкой сверху посыпаем тертым сыром. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем примерно 25-30 минут. Блюдо готово, достаем его из духовки. Сразу же выкладываем на большое блюдо. Украшаем укропом или петрушкой. Подаем на стол в горячем виде. Горячее блюдо из мясного фарша с грибами получилось очень вкусным и готовится из самых обычных продуктов. С его приготовлением справится каждый. Третий приготовим свинину под сыром в духовке. Мясо получается сочным и мягким. Здесь нет сложных маринадов, и само блюдо готовится совсем несложно. Сначала подготовим мясо. Берем 1,5 килограмма свинины, моем ее и обсушиваем бумажными полотенцами. Нарезаем мясо поперек волокон не толстыми кусками. Я использую карбонат, но также можно взять свиную шею. Каждый кусок мяса немного отбиваем молотком с двух сторон. Подготовленное мясо кладем в миску. К нему добавляем 3 столовых ложки томатной пасты. Все хорошо перемешиваем, чтобы томатная паста равномерно распределилась по мясу. Миску накрываем пленкой или крышкой и ставим в холодильник настаиваться на 4 часа, можно и дольше. Я поставила на целую ночь. Мясо уже замариновалось, готовим намазку. Берем примерно 7-8 столовых ложек сметаны жирностью 20% и к ней добавляем 2 столовых ложки горчицы с зернами. Сюда же выдавливаем 2 зубчика чеснока через пресс. Все перемешиваем. По желанию часть сметаны можно заменить майонезом. 150 грамм сыра трем на мелкой терке. Противень смазываем растительным маслом. На него выкладываем уже замаринованные куски мяса. Сверху каждый кусок мяса солим и перчим черным молотым перцем. На каждый кусочек кладем сметанную намазку и равномерно ее распределяем по мясу. Сверху все посыпаем тертым сыром. Мясо ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем приблизительно 35 минут. Мясо готово. Блюдо, на котором будем подавать мясо, украшаем листьями салата. На него выкладываем приготовленное мясо и подаем на стол. Свинина под сырной корочкой получилась очень вкусной, сочной и ароматной. Готовится несложно и отлично подходит как на каждый день, так и на праздничный стол. Обязательно ее приготовьте, это очень вкусно. Четвертый приготовим курицу по-царски в медово-апельсиновом маринаде на фруктовой подушке. Это изумительно вкусное блюдо, которое обязательно должно быть на праздничном столе. Начнем с приготовления маринада. С одного апельсина снимаем цедру при помощи мелкой терки. Апельсин разрезаем пополам и с одной половины выдавливаем сок.
Вторая половина этого апельсина нам не понадобится. В банку кладем 60 грамм острой горчицы и ставим на нее ножку погружного блендера. Дальше вливаем сок апельсина, 30 мл яблочного уксуса, кладем 20 грамм меда и наливаем 50 мл подсолнечного масла. Взбиваем маринад на высокой скорости блендера. В начале взбивания ножку погружного блендера не отрываем от дна банки, а затем постепенно поднимаем. Маринад должен получиться однородный. В маринад добавляем апельсиновую цедру. Все перемешиваем. Вымытую куриную тушку обсушиваем бумажными полотенцами со всех сторон. Курицу натираем солью снаружи и в середине. Теперь смазываем курицу маринадом. Чтобы курица красиво смотрелась на столе, связываем ножки шпагатом. Подготовленную курицу кладем в рукав для запекания. Сюда же выливаем оставшийся маринад. Рукав для запекания завязываем с двух сторон. Ставим курицу в разогретую духовку до 180 градусов, запекаем приблизительно 1 час. За несколько минут до конца приготовления разрезаем сверху рукав и раскрываем курицу. Ставим обратно в духовку на максимальную температуру и даем ей немного подрумяниться. Пока запекается курица, приготовим фруктовую подушку. Один апельсин чистим от кожуры и разбираем на дольки. 2 яблока нарезаем такими же по размеру кусочками, как и дольки апельсина. Готовим карамель на среднем огне. На горячую сковороду высыпаем 3 столовых ложки сахара. Карамель можно перемешивать только деревянной или силиконовой лопаткой. Ждем, пока сахар растает и станет кремового цвета. В этот момент к сахару добавляем 30 грамм сливочного масла. Все перемешиваем до однородности. В эту смесь выливаем 50 мл горячей воды. Все перемешиваем и увариваем 1-2 минуты до густоты сиропа. В получившуюся карамель аккуратно выкладываем кусочки яблока и дольки апельсина. Спустя минуту все фрукты переворачиваем на другую сторону и сюда же кладем 2 звездочки аниса. Сковороду накрываем крышкой и тушим на маленьком огне несколько минут. Фрукты должны стать мягкими, но не потерять форму. Готовые фрукты красиво выкладываем на блюдо, их можно полить карамелью. Сверху на фруктовую подушку кладем только что запеченную курицу. Курицу смазываем медово-апельсиновым маринадом. Блюдо украшаем листиками мяты и подаем на стол. Курица получается изумительно вкусная, мягкая и сочная, с приятными апельсиновыми нотками, а карамелизированные фрукты отлично сочетаются с нежным куриным мясом. Следующим приготовим вкусное мясное блюдо – сочное куриное филе под овощами. Это прекрасное сочетание мяса, овощей и грибов. Куриное филе моем и разрезаем вдоль на 2 части. Также отдельно отрезаем малое филе. Всего понадобится 2 куриные грудки общим весом около 700 грамм. В миску наливаем примерно 4-5 столовых ложек растительного масла. Насыпаем 1 чайную ложку соли без горки, 1 чайную ложку молотой сладкой паприки и 2 чайных ложки приправы для курицы. У меня приправа без соли. Все перемешиваем. В этот маринад кладем подготовленные кусочки мяса. Перемешиваем, чтобы все покрылось маринадом. Оставляем мариноваться на 10-15 минут. Пока маринуется курица, подготовим овощную начинку.
250 грамм шампиньонов режем пополам и нарезаем пластинками. Одну луковицу нарезаем кубиками. Помидор нарезаем сначала кружочками, а затем режем кубиками. Понадобится 2 помидора небольшого размера. На горячую сковороду наливаем немного растительного масла. Кладем грибы. Готовим грибы на большом огне до испарения жидкости. Периодически перемешиваем. Когда жидкости в сковороде уже не будет, наливаем еще немного растительного масла и насыпаем нарезанный лук. Все обжариваем до золотистости лука. Сюда же кладем нарезанные помидоры. Перемешиваем и готовим еще 2-3 минуты. В сковороду добавляем 100 мл сметаны. И насыпаем пол столовой ложки муки, чтобы сметана не расслоилась. Все перемешиваем. В самом конце начинку солим и перчим черным молотым перцем. Перемешиваем и снимаем с огня. На хорошо разогретую сковороду выкладываем уже замаринованное куриное филе. Обжариваем на большом огне до полуготовности, сначала с одной стороны. Затем переворачиваем на другую сторону. Обжариваем филе для того, чтобы запечатать все соки, и оно получилось сочным. После обжарки мясо в середине должно остаться сырым. Подготовленное филе выкладываем в форму для запекания. Сверху на каждый кусочек мяса кладем грибную начинку с овощами. «100 грамм сыра трем на крупной терке. Каждое филе посыпаем тертым сыром сверху. Все ставим в духовку разогретую до 220 градусов. Запекаем приблизительно 20-25 минут. Блюдо готово. Тарелку для подачи украшаем листьями салата. Сверху выкладываем приготовленное филе под овощной шубой. Подаем на стол горячим. Измельчаем небольшой пучок петрушки. Филе посыпаем нарезанной петрушкой. Куриное филе под овощами получилось мягким, сочным и очень вкусным. Все ингредиенты прекрасно сочетаются между собой. Это блюдо подходит как на каждый день, так и на праздничный стол. Обязательно его приготовьте, это очень вкусно.
Шестым приготовим блюдо закарпатской кухни, которое называется цибулячки. Это нежные мясные рулетики с начинкой из лука. Готовятся они просто и отлично подходят на праздничный стол. Сначала подготовим лук. Берем 4 луковицы среднего размера и нарезаем их кубиками. По желанию лук можно нарезать полукольцами. Нарезанный лук кладем в миску. Насыпаем 1 столовую ложку с небольшой горкой сахара. Лук перетираем руками, из него начнет выделяться сок. Сюда же наливаем 2 столовых ложки уксуса. Все перемешиваем. Оставляем мариноваться лук на 15 минут. Пока маринуется лук, подготовим мясо. Берем 1 кг корейки и нарезаем ее порционными пластинками толщиной около сантиметра. Вместо корейки можно взять шею. Каждый кусочек отбиваем молотком с 2 сторон. У меня получилось 17 кусочков мяса. Все мясо раскладываем на доске. Солим его и перчим черным молотым перцем. Приправы распределяем по мясу руками. Готовим рулетики. Берем кусочек мяса и кладем на него примерно 1 столовую ложку маринованного лука. Мясо сворачиваем в рулетик, подворачивая по бокам. Таким методом начиняем все кусочки мяса. Мясные рулетики обваливаем в муке и кладем на разогретую сковороду с растительным маслом. Чтобы рулетики не раскрылись, их желательно положить швом вниз. Когда рулетики поджарились до золотистой корочки с одной стороны, переворачиваем их на другую сторону. Обжаренные с 2 сторон мясные рулетики выкладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Готовим соус. 1 луковицу нарезаем кубиками. Лук пассируем на сковороде до золотистости. На сковороду к готовому луку насыпаем 1 столовую ложку с горкой муки. Все перемешиваем и немного обжариваем муку вместе с луком. Сюда же в сковороду наливаем примерно 400 мл сметаны жирностью 20%. Солим примерно 1 чайной ложкой соли и насыпаем 1 столовую ложку молотой сладкой паприки. Перчим черным молотым перцем. Все перемешиваем. Сюда же в сковороду наливаем примерно 1 стакан воды и опять перемешиваем. В приготовленный соус кладем уже обжаренные мясные рулетики. Сковороду накрываем крышкой. После закипания уменьшаем огонь до минимального и тушим цибулячки примерно 30-40 минут. Блюдо готово, подаем его на стол горячим. Сверху все поливаем нежным сметанным соусом и посыпаем зеленью. Я посыпала измельченным укропом. Цибулячки получаются всегда нежными и сочными за счет лука. Они очень вкусные и ароматные. Такое мясное блюдо отлично подходит к любой каше, картошке или макаронам. Их можно подавать как на каждый день, так и на праздничный стол. Следующим приготовим очень вкусное мясное блюдо кармашки с грибами. Оно отлично подходит для праздничного стола. Готовятся такие кармашки несложно и красиво смотрятся на столе. Сначала подготовим начинку. 350 грамм шампиньонов разрезаем пополам и нарезаем пластинками. 1 луковицу нарезаем четверть кольцами. На горячую сковороду кладем подготовленные грибы. Обжариваем их на большом огне до испарения всей жидкости. Когда испарилась вся жидкость, наливаем на сковороду с грибами немного растительного масла. Кладем нарезанный лук. Все обжариваем до готовности лука. В конце приготовления грибы солим по вкусу и перчим. Все перемешиваем и снимаем с огня. 100 грамм сыра нарезаем тонкими пластинками. 1 килограмм карбонада нарезаем кармашками. Для этого делаем надрез, не прорезая полностью. Следующим резом отрезаем кусочек мяса полностью.
Так нарезаем все мясо на кармашки. Стараемся отрезать кусочки как можно тоньше. Все мясо раскладываем на доски и солим по вкусу со всех сторон. Распределяем соль руками по мясу. В каждый мясной кусочек кладем пластинку сыра. Сверху выкладываем подготовленные грибы. Мясной кармашек складываем и закрепляем зубочисткой, чтобы не выпала начинка. Так начиняем все кармашки из мяса. Все начиненные кармашки обжариваем на хорошо разогретой сковороде с двух сторон. Обжаривать нужно недолго и на большом огне, для того, чтобы образовалась золотистая корочка, которая придаст мясу вкус и аромат. Обжаренное мясо кладем в форму для запекания. Сюда же наливаем 250 мл сливок жирностью 10%. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем приблизительно 30 минут. Мясо готово, подаем его на стол в горячем виде. Перед подачей из мясных кармашков вынимаем зубочистки. Мясные кармашки с грибами получились очень вкусными, сочными и сытными. Грибы с мясом отлично сочетаются. Готовится это блюдо несложно и отлично подходит как для праздничного стола, так и на каждый день. Обязательно их приготовьте, это очень вкусно. Восьмыми приготовим мясные рулетики, фаршированные грибами. Они получаются очень вкусными и сытными. Сначала приготовим начинку. 400 грамм шампиньонов моем и нарезаем небольшими кубиками. Одну луковицу также нарезаем кубиками. Один сладкий перец очищаем от семян и режем на полоски. Полоски перца нарезаем кубиками. В хорошо разогретую сковороду кладем нарезанные грибы. Жарим на большом огне до испарения всей жидкости. Периодически грибы перемешиваем. Когда испарится жидкость, наливаем в сковороду растительное масло. Сюда же кладем нарезанный лук. Жарим грибы с луком до золотистости лука. В конце все солим по вкусу. И перчим черным молотым перцем. Перемешиваем. Готовые шампиньоны перекладываем в миску. К ним добавляем нарезанный перец. Все перемешиваем. Берем 1 кг свиного мяса, которое подходит для отбивных. Я использую карбонат. Мясо нарезаем пластинками толщиной примерно 8-10 мм. Пластинки мяса хорошо отбиваем с двух сторон молотком для мяса. Чем лучше мясо отбито молотком, тем лучше и красивее оно свернется в рулетик. Все кусочки мяса раскладываем на доски. Солим с одной стороны и перчим черным молотым перцем. Мясо складываем стопочкой, растирая приправы по мясу. Готовим рулетики. Кладем кусочек подготовленного мяса. На него выкладываем примерно 1 столовую ложку начинки. Скручиваем в рулетик. Таким методом начиняем и скручиваем все рулетики. Количество начинки зависит от размера куска мяса. В миску разбиваем 2 яйца. Добавляем немного соли. Взбиваем их вилкой. Сковороду ставим на огонь и наливаем растительное масло. Слой масла должен получиться полсантиметра или немного больше. Подготовленные мясные рулетики сначала обмакиваем в взбитом яйце. Затем обваливаем в панировочных сухарях. Выкладываем их на сковороду с нагретым растительным маслом. Кладем срезом вниз, чтобы он сразу зажарился и рулетик не раскрутился. Обжариваем рулетики с 3 или 4 сторон, примерно по 2 минуты. Жарим рулетики на огне ниже среднего. На каждую порцию рулетиков уходит по 6-8 минут. Готовые мясные рулетики выкладываем на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир. Для подачи на праздничный стол блюдо украшаем листьями салата.
Посередине выкладываем приготовленные мясные рулетики. Мясные рулеты получились очень вкусными и сытными. Нежное мясо отлично сочетается с ароматной грибной начинкой. Такие рулетики готовятся достаточно просто и прекрасно подходят в качестве горячего блюда на праздничный стол. Девятым блюдом приготовим курицу с апельсинами. Приготовить ее совсем несложно, а на столе она выглядит красиво и очень аппетитно. Сначала приготовим маринад. Один апельсин разрезаем пополам и выдавливаем из него сок. В миску наливаем апельсиновый сок. Немного солим. Добавляем четверть чайной ложки молотого имбиря и 4 столовых ложки соевого соуса. Сюда же выдавливаем 3-4 зубчика чеснока и перчим. Все перемешиваем. Одну курицу моем и разрезаем на порционные куски. Мясо перекладываем в миску и наливаем приготовленный маринад. Все перемешиваем. Миску накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник мариноваться минимум на 2 часа, а лучше дольше. У меня курица простояла ночь. Курица уже замариновалась. Пол апельсина нарезаем толстыми пластинками и разрезаем их на 4 части. 2 луковицы нарезаем большими кусочками. В форму для запекания выкладываем кусочки замаринованной курицы в один слой. Все заливаем оставшимся маринадом. Между мясом кладем нарезанный лук и кусочки апельсина. Форму ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем примерно 50 минут. Во время выпечки мясо можно поливать маринадом. Курица с апельсинами испеклась, подаем ее на стол в горячем виде. Курица получилась очень вкусной, аппетитной и сочной. Нежное куриное мясо отлично гармонирует с кисло-сладким апельсином и пикантным чесночным ароматом. И последним будем готовить фаршированного гуся с черносливом в духовке по немецкому рецепту. Запеченный целиком гусь станет настоящим украшением новогоднего или рождественского стола. Сначала нужно замариновать гуся. Одну луковицу нарезаем на 8 частей и кладем в большую кастрюлю. Сюда же насыпаем 3 столовых ложки соли, кладем 2 лавровых листа и 6-8 горошин черного перца. В кастрюлю наливаем воду комнатной температуры и перемешиваем до растворения соли. Кладем сюда же гуся, предварительно хорошо промытого и очищенного от внутренностей. Лучше всего брать молодого гуся, у него мясо более нежное и вкусное. У меня птица весом чуть больше 2 кг. Кастрюлю заполняем водой так, чтобы она покрыла всю птицу. Накрываем крышкой и ставим мариноваться в холодильник минимум на 12 часов. В этот же день 150 грамм чернослива моем и заливаем кипятком. Через 10 минут воду сливаем, а чернослив заливаем 100 граммами коньяка. Черносливу тоже даем настояться 12 часов. Прошло 12 часов, гусь замариновался. Готовим начинку. 150 грамм свиной грудинки нарезаем кубиками. Одну морковь трем на крупной терке. 300 грамм куриного филе моем, обсушиваем и нарезаем кусочками размером около 2 см. 300 грамм куриной печени тоже моем, хорошо обсушиваем бумажными полотенцами и нарезаем кубиками. В идеале нужно взять гусиную печень. 400 грамм квашеной капусты режем на более мелкие части. С чернослива сливаем коньяк и разрезаем его пополам. На раскаленную сковороду выкладываем нарезанную свиную грудинку. Обжариваем ее на среднем огне, периодически перемешивая, пока не растопится примерно половина жира. В сковороду кладем тертую морковь и жарим около 3 минут до мягкости. Дальше добавляем куриную грудку. Все обжариваем примерно 3-4 минуты. Затем кладем нарезанную печень. Обжариваем еще 3-4 минуты. В конце все солим примерно 1 столовой ложки соли без горки. Перчим, перемешиваем и снимаем с огня. В большую миску перекладываем все содержимое со сковороды. Сюда же кладем квашеную капусту и нарезанный чернослив.
Все перемешиваем. Начинка готова. Гуся вынимаем из маринада и обсушиваем бумажными полотенцами снаружи и в середине. Вверху, там где была шея, зашиваем гуся кулинарной нитью. С нижней стороны в гуся кладем подготовленную начинку и плотно ее утрамбовываем. Нижнюю часть фаршированного гуся точно так же зашиваем кулинарной нитью. Если у вас нет кулинарной нити, можете взять швейную хлопчатобумажную нить и сложить ее в 4 раза. Птицу будем заматывать в фольгу, но так как она обычно узкая, то сначала скрепляем между собой 3 листа фольги, делая один большой лист. На фольгу кладем подготовленного гуся и хорошо заворачиваем фольгу сверху и по бокам. Все перекладываем в форму для запекания или сразу на противень от духовки. Гуся сначала ставим в духовку, разогретую до 200 градусов, запекаем 30 минут. Затем температуру уменьшаем до 140 градусов и запекаем еще 3 часа. Достаем гуся и раскрываем фольгу. Сверху всего гуся смазываем горчицей. Опять ставим в духовку, но теперь уже разогретую до 180 градусов на 20 минут, чтобы сверху запеклась румяная корочка. Гусь готов, можно подавать на стол. Гусь, фаршированный разными видами мяса, получился нежным, ароматным и очень вкусным. Это праздничное торжественное блюдо шикарно смотрится на новогоднем и рождественском столе. Если вам понравились такие праздничные рецепты горячих блюд, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.